Привет, друзья! Сегодня приготовим котлеты без грамма мяса, со вкусом мяса. Никто не догадается, из чего они сделаны, но котлетки очень сытные, вкусные и полезные. Мне понадобится половинка кочана капусты, средний кочан. Нарезаю капусту вот так, довольно крупными ломтиками. Здесь шинковать ее не обязательно. Для этого рецепта идеально подойдет молодая капуста, но не расстраивайтесь, если у вас капуста зимних сортов довольно плотная, она также прекрасно подойдет. Капусту нарезали, и нарезанную капусту отправляю в любую емкость. Можете взять большую миску или кастрюльку. Главное угадать с размером, чтобы в емкость поместилась полностью вся капуста. Теперь капусту заливаю крутым кипятком, чайник только что вскипел. И оставляю минут на 10-15, чтобы капуста стала мягкой. Я очень люблю этот способ. При заливании капусты кипятком ее не нужно отваривать, и в то же время в капусте сохраняется много витаминов и полезных веществ, полезных свойств. Отставляю капусту в сторону, а пока займусь картошкой. Я отварила картошку. И теперь измельчаю ее при помощи картофелемялки. Я отваривала ее в мундирах, потому что при таком способе варки картошка не набирает в себя лишнюю влагу, лишнюю воду. И котлетки за счет этого будут хорошо держать форму и не будут расплываться. Это маленький секретик. Для приготовления блюд из картофеля я всегда использую картофель, отваренный в мундире. Капуста постояла. Кипяток уже остыл. Я хорошенько отжимаю капусту от лишней воды и добавляю картошки. Также я хочу добавить сюда какую-нибудь зелень, чтобы блюдо получилось еще более вкусным и полезным. У меня вот такой небольшой пучок петрушки. Вы можете взять, конечно же, и укроп, и замороженную зелень. Если у вас что-то есть в морозилке, посмотрите, какая у вас там весенняя вкуснятина осталась с прошлого сезона. Мелко измельчаю петрушку и отправляю в миску. Также я хочу добавить сюда баночку кукурузы. Получится очень-очень вкусно. И натру кусочек сыра, грамм 100-150. Можете добавить сыр, можете не добавлять. Здесь в этом рецепте сыр по вашему желанию. Но с сыром, конечно, получатся котлетки более сытные и более сочные. Еще и нежные. Добавляю сыр. Теперь фарш из капусты с картошкой и с овощами нужно хорошенько приправить. Приправляю по вкусу солью, черным перцем. И если вы хотите, друзья, чтобы ваши котлетки получились со вкусом мяса, при том, что в них нет ни грамма мяса, добавьте сюда приправу для курицы или приправу для мяса. А также можете добавить приправу, грибную приправу. Вкус получится с той приправой, которую вы добавите в фарш. Вот этот маленький секретик, но он меняет абсолютно полностью весь вкус вашего блюда и ваших котлеток. Также я добавляю в фарш одно яйцо, буквально одно яйцо, больше не добавляйте. Одного яйца достаточно, хорошо перемешиваем. Если добавите много яиц, котлетки будут расплываться, а нам нужно, чтобы они хорошо держали форму, получились пышными, воздушными и, конечно же, очень-очень вкусными. И теперь посмотрите, вот так легко лепятся котлетки. Масса картофельно-капустная прекрасно держит форму. Вот такая вот красота получается. Котлетки можно лепить любого размера, как вы больше любите. Можете большие, можете поменьше. Здесь как вам больше нравится. Может быть, вы захотите сделать из этого фарша фрикадельки. А также я готовлю панировку. И панировка у меня будет необычная, очень вкусная и очень хрустящая. На котлетках получится золотистая хрустящая корочка. Здесь у меня кукурузные хлопья. Я их измельчаю. Можно измельчить руками, можно при помощи скалки или измельчите при помощи блендера или кухонного комбайна. Любой вариант подойдет. Сильно не измельчаю, буквально немножечко их помять, чтобы они были не такими крупными. В миску разбиваю одно яйцо, взболтаю его немножечко вилкой до однородности. И теперь каждую котлетку я обмакиваю сначала в яйце. Просто окунаю, переворачиваю, и все готово. 2 вилочками можно управиться, даже не пачкать руки. И отправляю в панировку из кукурузных хлопьев. Давайте обмакнем еще одну котлетку.
Посмотрите, котлеты делаются очень быстро, просто. Все ингредиенты простые, доступные. И я уверяю вас, друзья, котлетки получаются такие вкусные, что обязательно стоит сохранить для себя этот рецепт, а также поделитесь им с вашими близкими и друзьями, чтобы они тоже могли порадоваться такой вкусной и доступной вкуснятине. Выкладываю котлетки на застеленный пергаментом противень, можно немножечко сбрызнуть их сверху растительным маслом и отправляю в духовку. Температура духовки 180 градусов, выпекаю котлетки 20-25 минут. Посмотрите, вот такая необыкновенная вкуснятина получилась, котлетки уже готовы, румяная, аппетитная золотистая корочка. Посмотрите, какая красота, необыкновенная. Я однозначно рекомендую этот рецепт всем. Это отличный вариант для обеда или ужина. Котлеты легко приготовить, они не требуют много времени и усилий. А результат, посмотрите, ну просто пальчики оближешь. А какие секреты приготовления котлет есть у вас, друзья? Делитесь своим опытом и рецептами в комментариях. А я надеюсь, что вам понравился рецепт. Желаю вам приятного аппетита. И хочу напомнить, что эти котлетки можно не только запечь в духовке, но, конечно же, пожарить на сковороде. Корочка получится просто изумительно хрустящей. А также вместо кукурузных хлопьев для панировки вы можете использовать обычные панировочные сухари готовые, или измельчить в кухонном комбайне вчерашний белый хлеб. Панировка получается идеальная в любом случае. Готовьте на здоровье. Еще раз приятного аппетита. Жду вас в моем новом вкусном видео. Пока-пока и скоро увидимся!